Привет! Что в жизни нужно человеку? Новых ощущений, новых впечатлений, новых эмоций. Сегодня мы приехали сюда, на Мертвое море, за новыми впечатлениями. Мертвое море, карстовые провалы, экстремальный туризм. Оставайтесь с нами, будет интересно. Я надеюсь, мы удивимся и удивим вас. Это очень опасная зона на Мертвом море. Итак, мы выдвигаемся в составе организованной группы под руководством опытного инструктора. Группа довольно большая, надеюсь, нам не будет это мешать. Обычно я не путешествую в составе групп, это первый мой такой опыт. Посмотрим, что из этого получится. Как нас много, нас прямо очень много. Ну вот он, первый карстовый провал на нашем маршруте. Как же образуются такие воронки? Для развития провалов должно быть наличие двух условий. Первое – это наличие соляного слоя в недрах земли, и второе – это наличие подземных вод. Почему же именно здесь, в северной части Мертвого моря, происходят карстовые провалы? Причина этого – снижение уровня Мертвого моря. В северной части уровень моря снижается со скоростью 1 метр в год, в то время как в южной части за последние 50 лет существенного снижения уровня моря не наблюдалось. Так вот, из-за снижения уровня Мертвого моря происходит снижение уровня дренажа грунтовыми водами, в результате чего грунтовые воды проникают в более глубокие пласты, содержащие соляные отложения, и, размывая соль, образуют полости. Со временем такая полость увеличивается в размерах. Поверхностный грунт над ней сначала проседает, а затем обваливается. Таким образом, там, где мы видим проседание грунта, там обязательно будет воронка. На это место категорически запрещено наступать. Видите, вот здесь почва просела, значит, в этом месте будет карстовый провал. А мы тем временем вышли из зоны карстовых провалов и идем по плато с очень необычными соляными образованиями. Посмотрите, какая красота! Мы почти дошли до Мертвого моря, и часть пути идет вот по такому, хотела сказать, льду. Это соль, но ощущение, что это лед. И только когда наступаешь, понимаешь, что ты не подскользнешься. Это совсем не скользкая поверхность, но ощущение, что ты идешь по льду. Вау! Просто невероятно красиво. Просто пласт соли, который обвалился. Смотрите, какие кружева.
Смотрите, как интересно. Это кристаллы натрия и хлора. Натрий и хлор кристаллизируется в оптимальную форму, кубическую. Просто благодать. Посмотрите, какая интересная картинка внизу. ראיתם מקודם את הקוביות שם. Ух ты. Что это? Что это? Это יהלומים. וואו. איזה יפה. Боже. מי אני? גם. גם. Фантастика. Смотрите, что мы добыли в грязи с примесью серы. Вот такие вот, их называют алмазы. Смотрите, интересно, мы нашли маленький источник. Вода бьет прямо из-под земли. Видите? И стекает в Мертвое море. Посмотрите, вот эта черная грязь, это грязь с серой. Обалдеть. Невероятно красиво. Ого. Вот еще один источник, который впадает в Мертвое море. Вода здесь черного цвета из-за обильного наличия здесь грязи, смешанной с серой. Ну вот, а сейчас просто Мальдивы. Посмотрите, какого цвета вода. Огромные пласты белоснежной соли и бирюзовая, фантастически красивая вода. Просто голубая лагуна. Красота и безмятежность. Смотрите, мы прошли буквально несколько метров, и вода из нежно-бирюзовой вдруг стала черной. Еще один подземный источник, и он красивейший.
И весь берег усыпан вот такими маленькими соляными камушками разных цветов. Смотрите, что мы набрали. Черный и белый жемчуг. Посмотрите, какая черная вода. Я первый раз такое вижу. Она реально черного цвета. Такой контраст, белоснежный, просто белоснежный берег, белая соль и черная, просто черная вода. Мы в месте, где просто под тобой проваливается земля. Это огромный провал, из которого подземные воды текут в Мертвое море. Вот еще один. Вот еще один провал. Ух, ничего себе, какая глубина! Вау! Вау, это конкретно страшно. Это просто страшно. Пожалуй, я немножечко отойду подальше. Ужас. Прямо при нас упал огромный кусок. Ой, у меня сердце бьется с бешеной скоростью. Термальная река. Запах сероводорода. Температура воды плюс 35. Каньон, который впадает в Мертвое море. Итак, итог нашего путешествия. Несмотря на высокую стоимость, 200 шекелей на человека, и большое количество участников, такой опыт, безусловно, имел место быть. Во-первых, мы никогда не пошли бы самостоятельно в такую опасную зону. А во-вторых, сами мы не увидели бы те природные явления, которые нам показал инструктор. Нужно сказать, что весь маршрут был спланирован так, чтобы показать нам как можно больше природных жемчужин Мертвого моря. А впереди у нас в планах еще одно секретное место на Мертвом море. И об этом мое следующее видео. Подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить. Всем пока, увидимся в следующем видео.